Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Мы носители русского языка и преподаватели русского языка как иностранного, но все равно мы не перестаем удивляться, насколько же богат русский язык. Одну и ту же мысль можно выразить по-разному: нейтрально, поэтично или в более разговорном стиле. А что мы делаем, когда хотим говорить о чем-то неприятном или просто о чем-то, о чем странно говорить в этой ситуации? В такой ситуации мы используем эвфемизмы. Эвфемизмы — это слова, которые мы используем, когда хотим заменить какую-то грубую или табуированную лексику. Поэтому эти слова обычно более вежливые, более красивые и более нейтральные. Например, такой табуированной, то есть запретной темой, о которой не принято говорить в разных культурах, не только в нашей, является тема смерти. Смерть — это когда человек уходит из жизни. И это был пример эвфемизма. Мы не хотим говорить «он умер», мы скажем «он ушел из жизни». Другие эвфемизмы на эту тему — это «он покинул нас», «его не стало», «он ушел в лучшую жизнь», «лучший мир». Да, и интересно, что когда умирает домашнее животное, говорят, что оно уходит на радугу, да, или под радугу. Я тоже слышала такое. Хорошо. Также обычно не принято говорить о старости. Сказать «старый человек» — это очень грубо, и обычно мы говорим «пожилой человек». И мне нравится это слово, этот эвфемизм «пожилой», потому что он такой поэтичный. Пожилой значит, человек уже пожил эту жизнь, набрался мудрости. В общем, более красивое слово. Кстати, иногда, наверное, про пожилых людей говорят опытный. Или Да, мудрый. когда мудрый, да, Да. когда не хотят использовать ни старый, ни пожилой и заменить чем-то более приятным. Да. Перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Если вы хотите практиковать русский каждую неделю, познакомиться с нами, а также найти друзей, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговорному клубу. Все детали в описании. Еще, когда говорят о внешности, тоже используют эвфемизмы. Например, мы не будем говорить «толстый человек» или «жирный человек». Это очень грубо. Мы можем сказать «человек в теле» или «полный» или «полненький». Да, и вместо уродства говорят недостаток внешности. То есть вместо того, чтобы сказать «он уродливый», скажут, да, что он с недостатками внешности. И вместо слова «инвалид» используют с особенностями здоровья, с особенностями развития или с ограниченными возможностями. Но это тоже очень сложная тема, потому что кому-то нравится так, кому-то нравится так, кому-то не нравится абсолютно никак. Также, когда говорят о женском здоровье, о женском теле, тоже используют эвфемизмы. Например, если девушка беременна, могут сказать, что она в положении или она в интересном положении. Что думаешь? Если честно, мне это кажется странным. И мне кажется, что вообще очень мало информации о женском теле. И иногда мужчины даже не знают элементарных вещей. И поэтому я не очень понимаю, что плохого в том, чтобы сказать «она беременна». Ну, это естественный процесс, так появляются новые люди. Да. Да. М? А ты что думаешь?
Я не перестаю удивляться какой-то двойственности, противоречивости любого языка, не только русского. Но так как мы говорим о русском языке, то, например, можно вспомнить такую поговорку, народную мудрость: что естественно, то не безобразно. То есть, если это физиологический, естественный, природный процесс, то он не может быть ужасным и уродливым. Но в то же время в языке есть эвфемизмы, которые закрывают эту тему, табуируют и не хотят ее прямо обсуждать. Ну, странно. Да, и поговорим про женский организм немного больше. Мгм. Да, конечно, в этой теме нельзя не затронуть тему месячных. Месячные — это физиологический процесс, который происходит каждый месяц, почти каждый месяц у почти каждой женщины. И поэтому можно, наверное, считать, что все должны нормально его обсуждать. Но нет. Очень редко можно услышать, что девушка говорит месячные. Есть разные эвфемизмы, например, эти дни, секретные эти дни, или даже гости из Краснодара, потому что Краснодар есть слово красный в этом городе. Да, или говорят красные дни календаря, М, м. или Красная армия. Боже, ну это кринж. Я согласна, что это кринж, потому что, ну да, как мы сказали, во-первых, это естественно, во-вторых, слово не какое-то противное, да, это абсолютно нормальное слово. Месячное от слова месяц. Все. И зачем заменять чем-то, учитывая то, что очень часто, когда девушки хотят заменить это слово и сказать «эти дни», тот, с кем они разговаривают, даже не понимает, какие дни. И все равно нужно какое-то объяснение. Зачем делать эту жизнь сложнее? Я не понимаю. Да, это вопросы к языку. Хорошо, и к культуре, может быть, Да, да, наверное, это тоже да. культурный аспект. Итак, другая интересная тема — это туалет. Обычно это не культурно просто встать и сказать «я иду в туалет». Да? Туалет называют уборная или одно место или кое-куда. Например, «извините, мне кое-куда надо». Мгм. Да? И девушки часто используют фразу «припудрить носик». Да? «Мне нужно отойти, припудрить носик». М. Как ты относишься к этой фразе? Честно говоря, уже давно не слышала в своем окружении ее. Мне кажется, люди перестают стесняться и уже говорят: «Я пойду в туалет», но не все. Эти слова, правда, используются, просто вот я как-то давно не слышала. Да, ну ты тоже не используешь, ты не Нет, ходишь припудрить носик. нет, у меня и пудры Да. нет. Это сложно делать без пудры. Да. Ну и вообще, в туалетной теме много эвфемизмов, потому что такая тема, которую не принято, не культурно обсуждать. Например, если вы идете в туалет, вы можете сказать, что я иду по большому или по маленькому, соответственно, заменяя слова какать и писать. Да, многим не нравятся эти слова «какать», «писать», или как бабушки иногда говорят «какить», «писить». Да, да. Даже мне, если честно, сейчас было не очень комфортно их произносить, но, думаю, мы в этом, Мы говорим о теме, да, да, это у нас научный подход. да, Мы же не просто описываем. так. Извините, давайте сделаем паузу в подкасте. Мне нужно пойти по большому. Да, Да, но я думаю, что вообще очень редко люди об этом сообщают. Взрослые люди, да, согласна, а маленькие конечно. обычно не стесняются. Поэтому это немного странно произносить эти слова, потому что мы их не используем там каждый день. Мгм. Ну, наверное, очень странная семья, в которой все докладывают маме или папе, где они были, что они делали в плане в туалете. Да? Согласна. Хорошо. Так, и не можем не сказать, во-первых, закрываем тему туалета. А, И не можем не сказать, что слово «блин»
слово, которое в названии этого подкаста, это тоже эвфемизм, потому что слово «блин» используют, когда не хотят использовать плохое слово, неприличное слово, да, и просто его так заменяют. Блин, забыл ключи, да, еще что-то. То есть, если вы говорите о еде, то блин — это совершенно нормальное слово, просто название еды. А если вы говорите как блин, я потерял наушники, да, тогда вы используете эвфемизм. Мгм. И, блин, это не единственный эвфемизм. Я уверена, многие слушатели слышали слово «фиг» в самых разных вариациях. Это тоже эвфемизм плохому матерному слову. Ну и также мы можем вспомнить интересный фразеологизм. Если вы хотите послать кого-то, если этот человек вам надоел, и вы хотите, чтобы он ушел, и вы не хотите использовать мат, потому что это очень грубо, вы можете послать человека на 3 буквы. И я думаю, что многие наши слушатели знают, какое русское матерное слово состоит из 3 букв. Ты когда-нибудь на уроках объясняла это слово? Да, но реже, чем я думала, буду. Так говорят? Да-да-да, ну, я тебя поняла. Да, потому что как-то среди моих студентов много людей, которые не используют матерные слова в своем языке, поэтому не интересуются матом в русском. Да, я тоже объясняла, но, конечно, не часто, и это не была моя инициатива, но иногда приходилось, когда ученик видел, например, там какое-то видео в интернете и не понял. И я чувствую себя нормально. Объяснять это слово может быть моим ровесникам или людям младше меня. Но когда это мои ученики, которые в 2 раза старше меня, я чувствовала себя так неловко. Я тебе больше скажу. Недавно я слушала лекции по русскому мату, то есть о его истории, этимологии, и лектор приводила примеры, что нормально, и, конечно, они были нужны. И, если честно, даже слушать такое количество мата в лекции было так странно, и у меня лицо покраснело, потому что, ой, ну как это так? Неловко. Да. Вот такие мы. Да, но это часть языка, да, поэтому может быть некомфортно, но все равно нужно и иногда интересно. Мгм. Большую часть времени, я думаю, интересно. Да. Эм, Хорошо. Думаю, важно сказать, что мы не являемся такими хорошими девочками, которые, краснеют от мата. Просто все зависит от ситуации, правда? Да, М. да, мы используем мат в своей жизни и нормально к нему относимся. Мы хотели поговорить об этом в каком-то выпуске подкаста и все переносили эту тему, и пока мы еще не созрели, мы не готовы Да. произносить эти слова, потому что нужны примеры. Мы не можем давать только теорию. Просто Да. воздух, объяснения это будет недостаточно ёмко, недостаточно понятно. Но дело даже не только в нас, а в "Ютубе", потому что мы не знаем, как он отреагирует на плохие слова, и поэтому пока мы не рискуем. Да, но если вдруг вы хотите такой выпуск, тогда пишите комментарии. Если их будет много, у нас не останется выбора, кроме как снять такой выпуск. Хорошо, отлично. Следующая рубрика «Преступление и наказание». Итак, вместо преступления говорят «проблемы с законом». Вместо «бить жену» говорят «поднимать руку на жену». Да. И в новостях вместо «пьяный водитель» обычно говорят «уснул за рулем», да, и даже вместо «вышел из тюрьмы» освободился. Я понимаю, что есть разные ситуации, когда, например, там говорят с детьми, лучше как-то использовать более такую, не знаю, вежливую форму, чтобы это не звучало так грубо. Но если пьяный водитель, мне кажется, нужно говорить, что водитель был пьяным и совершил преступление, да, чтобы другие люди тоже помнили о том, что не нужно быть пьяным за рулем. Я думаю, что вообще в нашем мире сейчас есть такая проблема,
или она всегда была, но сейчас на нее обращают внимание, что в СМИ, газетах, в статьях, на новостных каналах используют эвфемизмы, особенно в каких-то неудобных для них, для правительства ситуациях. Люди уже в комментариях реагируют на это, говорят: нет, называйте вещи своими именами, говорите прямо. Так, я хотела еще поговорить вообще, почему мы используем эти эвфемизмы. Иногда их используют не потому, что хотят заменить какое-то грубое, невежливое слово на менее грубое, а из-за страха. И, конечно, всегда страх вызывал потусторонний мир, какая-то другая реальность. И яркий пример такого эвфемизма — это замена слова «черт» на «нечистый», лукавый. Да, это мы можем услышать часто, но я понимаю такой страх, когда ты не понимаешь, что это такое, да, и лучше использовать другое слово, чтобы лишний раз не призывать кого-то. Да. Чем больше я думаю о наших предках, о том, как люди жили раньше, тем больше я понимаю, что я была бы самым суеверным, самым боязливым человеком на планете, потому что, ничего не понятно, что происходит с природой, с погодой. Ты живешь, пытаешься вырастить детей и работать на поле, а тут целый мир изменяется в одну секунду. Конечно, я буду бояться. А сейчас ты суеверный человек? Сейчас не очень. Не У меня очень? есть ритуалы, которые я соблюдаю, какие-то наши русские привычки. Например, когда забыла что-то и возвращаюсь, посмотреть в зеркало нужно. Но это больше на уровне привычки. Это автоматическое действие. А ты? Ну, я как-то уже говорила об этом в подкасте тоже, что я всегда называла себя не суеверным человеком и говорила, что за бред. Но потом, когда я начала анализировать наши как раз привычки, которые основаны на суеверии, я поняла, что, оказывается, я суеверный человек, потому что я тоже, когда я говорю что-то хорошее или что-то плохое, я всегда постучу и буду плевать через левое плечо. Я тоже, когда возвращаюсь домой, что-то забыла, тоже делаю, смотрю в зеркало, показываю язык, потому что так делали в нашем регионе, в нашей семье. Да, то есть такие вещи, там, не выбрасывать мусор вечером. Но все-таки иногда выбрасываю, когда есть что-то там очень много, и нужно это сделать, да. Но сложно избавиться от этого, если мы росли с такими привычками. Как можно просто проснуться и сказать: все, я теперь не делаю то, что делал там более 20 лет. Да, это правда Что это? сложно. И мне нравится особенно в суевериях то, что ты можешь нормально жить, делая эту вещь каждый день до тех пор, пока ты не знаешь, что есть такое суеверие. И как только тебе говорят: ты что, нельзя так делать, там денег не будет или будет неудача, ты начинаешь задумываться об этом. Да, да. Особенно, когда это касается денег, потому что это очень важно, да. Но я знаю, что там есть суеверие, что нельзя сидеть на углу стола девушкам, потому что они не выйдут замуж. Да. Но вот это, я думаю, многие игнорируют, потому что, не для всех это что-то важное. Но когда суеверие касается денег, то да. Тут надо задуматься, хочешь ты рисковать этой сферой или нет. Да. Хорошо, ладно, мы немного ушли в другую тему, в тему суеверий, но сегодня мы говорили про эвфемизмы, и, конечно, мы назвали только маленькую часть популярных, используемых эвфемизмов, и, конечно, их намного больше. И есть стереотип, что русские, они такие прямолинейные, да, то есть как есть, так они и говорят. И я думаю, что если бы мы такими были, наверное, в нашем языке не было бы так много эвфемизмов. И поэтому я бы сказала, что мы, наверное, искренние, а не прямолинейные. И это все-таки немного другое. Согласна. Вопрос недели. Какие темы табуированы в вашем языке? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытому чату в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.